Добрый день, дорогие подписчики и гости! В этом выпуске мы будем делать красивый декор для торта. Я покажу, как сделать шоколадные броши с бирюзой, а заодно покажу, как приготовить зеркальную глазурь для декора. Если вам интересно, как я украшала такими брошами торт, досмотрите, пожалуйста, видео до конца. В конце покажу дизайн этого торта. Все, что нужно для работы кондитеру, можно приобрести в магазине Tiramisu in You для кондитеров. Есть большой выбор инструментов, материалов, ингредиентов, и все это по доступной цене. Ссылка на магазин Tiramisu in You есть в описании под видео. Вначале приготовим зеркальную глазурь. Нам понадобятся вот такие ингредиенты. Заливаем желатин водой и оставляем набухать. Соединяем в другой миске сахар, воду и сироп глюкозы. Сироп глюкозы можно заменить патокой либо инвертным сиропом. Смешиваем немного все ингредиенты и ставим миску на паровую баню. Теперь нам нужно нагреть сироп до горячего состояния. Держим на паровой бане, пока не растопится сахар и все ингредиенты соединятся между собой. Сахар обязательно должен растопиться полностью. Добавляем в горячий сироп набухший желатин и хорошенько смешиваем лопаткой до полного растворения желатина. После этого добавляем шоколадную глазурь и оставляем вот в таком состоянии на 5 минут, чтобы глазурь сама немного подтопилась. Теперь добавляем немного красителя. Добавляем красители постепенно, чтобы не переборщить и чтобы у нас получился нужный оттенок. Сначала я добавила чуток цвета бирюза, буквально щепотку. Сначала у меня получился вот такой оттенок. Переливаю глазурь в чашу, так как мы еще будем прорабатывать ее ручным блендером. Добавляю еще сюда ярко-синий краситель. Это производство Индия, фирма не написана, но очень похож на Royal Blue. Опять немного смешиваю, вот более-менее мне уже цвет как бы нравится. И сюда, чтобы цвет был более насыщенный и более яркий, добавляю еще сюда диоксида титана, то есть белый краситель. После этого теперь пробиваем все хорошенько блендером. Весь краситель у нас хорошо разойдется, и это нужно для самой зеркальной глазури. Зеркальная глазурь готовится достаточно быстро и просто, а также она практична в использовании, так как ее можно долго хранить в холодильнике. После блендера процеживаем через сито, чтобы убрать лишние пузырьки. Вот такой цвет мне показался очень красивым, и я остановилась на этом тоне. Рабочая температура такой глазури 33-35 градусов. Такую зеркальную глазурь можно хранить в холодильнике до 2 недель в каком-нибудь контейнере или под пленкой. В холодильнике она становится вот такая твердая, но перед работой ее нужно опять привести в рабочее состояние. Брать небольшими порциями, если нужно, разогревая в микроволновке короткими импульсами, так же как и шоколад либо шоколадную глазурь. Потом смешиваем, и мы ее приводим в рабочее состояние и можем снова пользоваться. Теперь переходим к брошам. Для этого нам нужно растопить либо шоколад, либо шоколадную глазурь. Также для камней бирюзы мы можем использовать силиконовый коврик с маленькими полусферами. Для самой броши нам понадобятся силиконовые молды. Порция шоколада будет зависеть от того, насколько большой камень вы хотите сделать. Заполняем формочки. Теперь немножко нужно постучать, чтобы шоколад хорошо уложился, и убираем в холодильник, либо в морозильную камеру на 5 минут. Заливаю также силиконовый молд для основы броши, вот с такими красивыми узорами. Более-менее выравниваем края, немножко постучать, чтобы шоколад улегся во все щели, и также отправляем в морозилку на 5 минут. После этого вытаскиваем наши элементы декора из форм. Нам еще понадобится
сетка. Я использую вот такую пластмассовую, можно взять любую другую. Эта сетка нам нужна для того, чтобы поставить камни, залитые зеркальной глазурью, и чтобы она себе спокойно стекла. То же самое, как с тортом. И теперь наши заготовочки поливаем зеркальной глазурью. Подхватываем элемент маленьким обычным шпателем. Заливаем сверху глазурью и ставим на сетку. Все лишнее оттуда стечет. У нас образуется такая красивая зеркальная пленка. Если вдруг вам покажется, что слой слишком тонкий и прозрачный, то это можно проделать 2 раза. Я покрывала свои камушки 2 раза. После этого оставила приблизительно на 1 час. Теперь приклеим наши камушки к броши. Делаем это обычным шоколадом, либо шоколадной глазурью. Аккуратненько приклеиваем камушек. После того, как мы приклеили камушки, теперь вот эти броши оставляем минимум на 12 часов, а лучше всего на сутки. Для того, чтобы глазурь полностью стабилизировалась и к ней уже можно было касаться, чтобы она не липла к рукам. Я специально делала разные броши с разными камнями, я имею в виду разный размер, чтобы было видно разницу. Посмотрите, мне кажется, что с маленьким камнем брошь смотрится лучше. Ну, в принципе, с большим как бы тоже ничего. Но здесь уже, как говорится, дело вкуса. А после этого можем покрасить наши броши серебром либо золотом, кому как больше нравится. Броши с бирюзой обычно серебряные. Ну вот в итоге у меня получились вот такие броши. Мне кажется, что они очень похожи на настоящие. А самое главное, мне удалось добиться эффекта камня бирюзы. Посмотрите, после суток зеркальная глазурь не липнет к пальцам, и она по-прежнему красиво блестит. Такие броши можно сделать также заранее и хранить в контейнере в холодильнике. Ну и как обычно, не забывайте писать комментарии, мне очень интересно. Жду ваших замечаний, а также полезных советов. Ну а в следующих выпусках я покажу, как я применяла вот эти броши в оформлении торта. К примеру, как вот этот эффектный декор на торте с брошами и цветами. Ну а я на этом прощаюсь. До следующего выпуска. Пока-пока.